Моя императрица! Сяо Янь явился как раз вовремя, спасая Цзиянь. Несладко ей пришлось в битве с этим ужасным монстром, Северным Королем Драконов. Почти на 6-й звезде Святого он превосходил Цзиянь на 2 звезды. Мало того, он сам смог призвать меч-убийцу драконов, технику, подавляющую драконью родословную. Это говорит о том, что после пожирания Южного и Западного драконов он стал куда сильнее, и его родословная тоже поднялась, что позволило призвать меч императорского уровня. Сяо Янь продемонстрировал выдающуюся мощь, а в конце то самое слияние человека и пламени, сильнейшая форма Сяо Янь. Думаю, это усиление не уступает тройной метаморфозе пламени, или как сейчас, тату клана. Как вы думаете, можно ли их объединить, подняв силу вдвойне? Напишите в комментариях. А в трейлере король северных драконов становится марионеткой уровня 6-звездного Доушен. А сам Сяо Янь успешно прорвался на позднюю стадию 5-звездного святого. Нас ждет много интересного. А вначале поддержите видео лайком, комментарием и подпиской. Ваша активность очень помогает в продвижении ролика. Итак, Сяо Янь в облике тела разрушения сразился с Северным Королем и успешно прикончил его. Удивительное зрелище, что поразило и Цайлинь, и Цзиянь, и всех старейшин острова. Об этом очень подробно говорится в ролике, который, к сожалению, посмотрело очень мало зрителей, и потому многие упустили этот крутой сюжет. Можете глянуть по ссылке в описании. Сяо Янь небесным пламенем проник в голову короля драконов, превращая внутренности в бесполезную массу. Его душа стремительно испарялась ужасающей температурой. Огненное тело Сяо Яня постепенно исчезло. Он посмотрел на труп Северного Короля Дракона в своей руке, а в его глазах зажегся интерес. Его тело может оказаться неплохим сокровищем. Пока Сяо Янь держал труп перед собой, Цзиянь появилась возле него и посмотрела на Северного Короля. Племя древнего дракона пустоты оказалось разрознено уже столько времени. 60% населения Северного острова были убиты Северным Королем Дракона. Он нанес значительный урон племени. К счастью, западные и южные острова не пострадали особо. Итог: все 3 королей мертвы. Никто не сможет помешать объединению племени. Цзиянь бросила взгляд на разрушение. Наконец начнется мир драконов пустоты. Сяо Янь кивнул. Хотя Восточный остров драконов одержал победу, Цзиянь заплатила суровую цену. Как императрица драконов, она обязана первым делом заботиться о племени. Начало, без сомнения, хорошее. Благодаря тебе императрица драконов сможет объединить племя древнего дракона пустоты. Сяо Янь успокоил ее. Он знал, что сила их племени теперь не такая подавляющая, как в прошлом, после хаоса, учиненного 3 королями драконами. Но уверенность Цзиянь не должна пострадать. Цзиянь тихо вздохнула. Она осознавала разницу между нынешним племенем и прошлым. Стоит сказать, что на высшем рассвете сил племя древнего дракона пустоты не уступало клану Гу или Хунь. 3 сильнейших короля драконов теперь погибли. Ей будет сложно совсем справиться одной. Много времени пройдет, прежде чем племя восстановит былую славу. Сяо Ян дружески потрепал по плечам Цзиянь. Не стоит переживать. Ты обладаешь легендарной родословной дракона Феникса. Если тебе предоставить достаточно времени, ты превзойдешь прошлых императоров драконов. Тогда племя взлетит до небес. Цзиянь улыбнулась. Она понимала, что Сяо Янь прав. Спасибо тебе огромное. Если бы вы вдвоем не вмешались, поблагодарила Цзиянь. Сяо Янь указал на труп Северного Короля Драконов и спросил: можешь отдать его мне? Цзиянь изумилась его вопросу. Зачем тебе нужен этот труп? У него невероятное телосложение. Он даже подпитался преобразованной формацией дракона и теперь неоспоримо силен. Если я превращу его в марионетку, на моей стороне появится внушительная сила, объяснил Сяо Янь. Он оставил небесных марионеток в звездном пространстве в качестве телохранителей. Их рост все равно был ограничен классом почтенного воина, и выше они вырасти не смогут. Для него они просто бесполезны. Поэтому ему пришла в голову идея переработать труп Северного Короля Драконов в марионетку. В конце концов он уже умер и стал ненужным мусором. Согласно правил, могучие древние драконы по традиции предают огню в гробнице драконов. Цзиянь нахмурилась, а после посмотрела на Сяо Янь. Но ты помог нашему племени и, естественно, имеешь право запросить награду.
Большая часть племени ненавидит этого человека. Если я и вправду оставлю его, то сомневаюсь, что его допустят до гробницы дракона. Если оно тебе нужно, бери. В таком случае благодарю ваше высочество», — сказал Сяо Янь. Цзэянь захихикала в ответ. «Вам обоим стоит передохнуть на восточном острове дракона. 3 королей уже мертвы. Мне нужно начать подготовку к воссоединению 4 островов». Сяо Янь кивнул. Цзэянь начала организовывать экспертов, предварительно избавившись от кровавой доуцы. Когда 3 королей драконов оказались убиты, 4 острова прекратили вражду. Северный король убил же своих людей, что вызвало ненависть драконов. Разумеется, никто не печалился о его смерти. Западные и южные короли драконов оказались пожраны им. Вот почему абсолютно все племя драконов возненавидело его. Объединение 4 островов шло гладко. Официально теперь только 1 остров древних драконов. Сяо Янь и Цайлинь остались погостить у них. Сяо Янь отдохнул несколько дней, вернув себе прежнюю силу. В этот раз его цель заключалась в создании марионетки из тела Северного Короля Драконов. Его сила при жизни практически достигла святого 6 звезд. Сяо Янь был в предвкушении, когда вспоминал, что физическое тело Северного Короля Драконов во много раз сильнее, чем у обычного практика того же уровня. Такое тело – лучший материал для марионетки. Если он добьется успеха, то получит феноменальную пользу и преимущество Альянсу. Перед ним парила сотня объектов, от которых исходил загадочный свет. Каждый из этих объектов понадобится для создания марионетки. Тело такого качества невероятно ценное и редкое, поэтому Сяо Яню без сомнения придется воспользоваться лучшими ингредиентами для создания марионетки. Ранее он прошелся по хранилищам племени драконов, чтобы получить некоторые из них. Перед ним повисло тело намного могущественнее обычных людей. Главный ключевой ингредиент для создания марионетки – тело Северного Короля Драконов. Сейчас глаза трупа были закрыты, но само тело оставалось все еще напряженным. Невозможно было оставить на нем порез после удара кинжалом или даже вмятину. Физическое тело Северного Короля Драконов достигло ужасающего уровня. По крайней мере, Сяо Янь вынужден был признать, что в аспекте физического телосложения он ему не соперник. Древние драконы пустоты благословлены могучим телосложением. Сяо Янь прошелся взглядом по голове Северного Короля Драконов. Затем открыл рот и выплюнул сгусток розового пламени. Следом оно разгорелось и превратилось в форму печи. Затем Сяо Янь махнул рукой и направил тело внутрь пламенной печи. Кожа завибрировала, когда розовое пламя поглотило его тело. Потоки кровавого воздуха все время вытекали наружу и растворялись под влиянием ужасающе высокой температуры. Сяо Янь равнодушно наблюдал за процессом. В прошлом он уже создавал марионетку и, естественно, понимал важность всех шагов. После очистки небесным пламенем тело Северного Короля Драконов станет куда более сильным. Процесс очистки может и казаться легким, но занял целых 10 дней. В течение этого периода времени он не отдыхал, продолжая использовать пламя. Спустя 10 дней изначально сильное тело как будто уменьшилось на 3 слоя. Даже если оно и уменьшилось, но стало сильнее. Сяо Янь спокойно смотрел на тело, которое напоминало черный металл. Может, его и не окружали слои доуци, но оно по-прежнему казалось нерушимым. Кровь в теле сожглась и впиталась во все мышцы и кости. Его тело станет идеальной машиной для убийства. Сяо Янь улыбнулся, рассматривая черное тело, от которого ощущалось давление. Даже он был слегка поражен. Махнув рукой, очищающее пламя лотоса постепенно побледнело. В этот миг, когда пламя полностью пропало, Северный Король Драконов резко открыл глаза. В них зажегся знакомый алый блеск, но комнату сразу наполнил зловещий смех. Как такое возможно? Неужели Северный Король Драконов все еще был жив? Справится ли с ним Сяо Янь? Сяо Янь, спасибо за завершение очищения. Чтобы поблагодарить тебя, я покажу, насколько теперь мое тело ужасно. Вини себя за простое рассеивание моей души. Тело древнего дракона пустоты – наша душа, а душа – это наше тело. Сильное тело, сияющее черным металлическим блеском, зашевелилось. Северный Король Драконов направил свой кулак с намерением убить Сяо Яня. Умерший Северный Король Драконов воскрес.
Все дело в том, что Сяо Янь специально сохранил остаточную душу Северного Короля Драконов, чтобы марионетка обладала его прежним боевым сознанием. Черный металлический кулак Северного Короля Драконов пронесся в направлении головы Сяо Яня, напоминая конечность бога смерти. Внезапный ход событий мог заставить любого испытать шок, но Сяо Янь не переставал улыбаться. Он просто посмотрел на противника и указал на него пальцем. Как только он надавил пальцем на пространство, Северный Король Драконов застыл прямо в воздухе. Он не мог двигаться, как будто находился под чужим контролем. Без предупреждения из его тела вырвались вспышки пламени. Они окутали его, предотвращая любые движения. Нить пламени даже проникла в его голову и окутала сферой остаточную душу, что управляла его телом. «Ублюдок, что ты со мной сделал?» Это вызвало шок и ярость Северного Короля Драконов. Он свирепо заорал на Сяо Яня. «Северный Король Драконов, ты переоценил себя, если решил воспользоваться особой техникой, чтобы скрыть от меня свою душу», — ответил ему Сяо Янь. Его духовная сила во много раз превосходила таковую у Северного Короля Драконов. Как он мог допустить такую мелкую ошибку и не заметить его фрагмента души? И Сяо Янь очень надеялся, что произойдет именно то, что произошло. Хотя тело при обычной очистке становится крепче и лишается чувств боли, марионетка остается марионеткой. Она не обладает собственным боевым опытом. Сяо Янь не желал использовать такое могучее тело, чтобы создавать простую, безжизненную, даже сказать, безмозглую марионетку. При его нынешней силе он вполне мог создать идеальную марионетку. Идеальная марионетка не только владела крепчайшим телом, не чувствующим боли, она также нуждалась в насыщенном боевом опыте и разнообразных методах убийства. Тем не менее, марионетка всегда управляется владельцем. Если владелец проигнорирует данный аспект, то марионетка ничем особо не будет отличаться от куклы для битья. И чтобы избавиться от данной слабости, нужно создать марионетку с как можно более совершенным интеллектом и боевым опытом. Северный Король Драконов за всю свою жизнь прошел через неисчислимое количество битв. Он очень опытный боец. Если его фрагмент души очистить и слить с марионеткой, она станет настоящей машиной для убийства. В тот раз он нарушил его душу, но позволил кусочку души открыться в теле. Данный кусочек унаследовал опыт, интеллект и жестокость Северного Короля Драконов. Он скрывался в теле и ждал того момента, чтобы пробудиться и учинить проблемы Сяо Яню. К сожалению, тот остаток души не догадывался, что ему была заранее уготована ловушка. Вот так Сяо Янь молодец, обвел Северного Короля Драконов вокруг пальца и получил то, что хотел. Как только заключительный фрагмент души Северного Короля Драконов оказался очищен, внутри очищающего пламени показался полупрозрачный воздух. Пустые глаза марионетки постепенно засверкали золотым блеском. Данный свет развеивался черным цветом самого тела. Сяо Янь облегченно вздохнул, когда смотрел на крепкую металлическую фигуру перед собой. Он щелкнул пальцем. Капля эссенции крови вышла из его пальца и подлетела к колбу марионетки, преобразовавшись в еле видимую кровавую печать. В тот же миг между ними образовалась ментальная связь. В будущем ты станешь зваться Северным Королем. Лицо марионетки повернулось. Последовал безэмоциональный голос. Понял, мастер. Данная марионетка отличалась от других марионеток Сяо Янь. Она обладала интеллектом. В целом она не отличалась от Северного Короля Драконов, если посмотреть с точки зрения живого существа. Сейчас Северный Король соответствовал святому 5 звезд. Почему тогда мы говорим, что это марионетка 6-звездочный Доу Шен? Все просто, ее нужно было еще закалить, что позволит еще больше поднять силу. Очищающее пламя лотоса уже ничем не поможет. В прошлом марионетка земного зла была закалена молнией. Сяо Янь решил поступить точно так же с Северным Королем, ведь он приобрел более высокие способности поглощения молний. Однако нужно место с максимальной силой молний. Молнии пилюли уже будет недостаточно. И Сяо Янь как раз вспомнил о том месте в пустом пространстве. Бассейн молний, где за ним и Мантянчи гнались черные молнии, что почти не убили. Не став тратить время, он развернулся и вышел. Северный Король последовал за ним как тень. Сяо Янь тут же нашел Цайлинь и Цзиянь. Они немало удивились, когда видели за спиной Сяо Яня Северного Короля. Однако его тело претерпело значительные изменения после переработки. Создание прошло успешно,
Сяо Янь кивнул. Он кратко объяснил Цайлин свои планы и направился вместе с Северным Королем за пределы Острова Драконов. Вот тут, в бассейне молнии, произойдут неожиданные события. Рассмотрим уже в среду. Давайте также наберем 2000 лайков, чтобы вышло продолжение. Большое спасибо за просмотр и всем пока.